Здравствуйте. Сегодня будут фрагменты из партий участника турнира, точнее сказать, мемориала Марка Геллера, который вчера закончился в Минске, но партии Сли Драуса. Я заранее хочу сказать, что если у кого есть, может, интересные фрагменты этого турнира Марка Геллера, то пусть вышлют мне. И я постараюсь сделать видео. И второй момент, возможно, мы еще тут посмотрим пару партий, какие-то записи есть, кто играл, поэтому, может, что-то еще будет по этому турниру. Не будем загадывать. Давайте вот этот посмотрим фрагменты. CD2, вот здесь, видите, удар есть, но у черных, дамка ловится. Я просто информационно, показываю. Понятно, что он не хороший, но информационно показываю моменты вот эти. Тоже полезно их видеть. И здесь вот ход за белых был. Надо было, конечно, на H4 бить. Конечно, позиция гораздо похуже у белых, но надо было на H4. Кажется, что нормальный ход на F4, но вот здесь вот можете даже посчитать форсированный проигрыш. И давайте я покажу. Но я чуть-чуть со своими тут комментариями. Играли достаточно долго, но я вот покажу достаточно быстрый выигрыш. И он достаточно, мне кажется, эффектный. FG3, уже F4. Это русские шашки, бьем на F4. GH, другого хода не видно, GH, и вот здесь вот надо было просто FE3 быстрее закончить все. Если на D6, то вот так вот заканчивается, если на F2, то вот такое окончание партии. Так, вот интересная позиция была. Давайте поверну доску. Здесь в партии был ход FE7. Я надеюсь, что вы тоже найдете быстро достаточно выигрыш. То есть CB4 фиксируем. Фиксируем вот эту группировку. Если на A5, то и не видно как ходить, просто на этот ход комбинация, на этот ход комбинация, на AB6 просто нападает. То есть все заканчивается достаточно быстро, а здесь просто делаем GH4 и ходы заканчиваются достаточно быстро. Вот здесь надо шашку просто отдавать где-то. На DC3 есть, конечно, ход, но CD2 тоже шашка отдается, и позиция, конечно, выиграна. Так, вот, смотрите, позиция достаточно такая интересная. Я специально сейчас поставлю за белый цвет, чтобы вы за черных нашли. Она быстро находится, идея здесь. Но она простенькая. Тут просто AB6 отдали и FG5. А здесь еще продолжали. Тут нельзя, вся идея в том, что нельзя ловить покудова, потому что бьют на H8. То есть здесь на H8 просто бьют. А на FE3, то есть ходят сюда, и вот интересная такая идея, видите? То есть и нечего делать, получается. Видите, симпатичная такая идея. Отдали и HG5. На H8, G, F4 и так далее. Так, позиция совсем простая, конечно. Естественно, надо было черным FE5 пойти. И, в принципе, ничейная позиция. ED надо выдвигать, то есть избавляться от этой группировки. И так далее. А вот DC5 было. И тоже посмотреть простенький, но такой эффектный выигрыш. А G3, чтобы не ходили на B4. BC, CB6 и вот именно напали.
Fe5, ну, Gf4 и так далее было. Достаточно простые позиции, но я думаю, что понравится вам. Так, ну вот здесь вот чуть-чуть позиция поинтереснее, но я вот не знаю. Здесь, конечно, позиция на любителя. Давайте я покажу свои варианты. АБ6, конечно, великолепный ход, я считаю, для блица. Потому что он очень острый и несет интересную игру здесь. Ну вот BC3, конечно. Ход. Я хочу сказать, что нету контроля над полем F4. И вот здесь, конечно, интересная сейчас вот игра возникает. Если FG3, то белые хотят взять, как я уже говорил, контроль на F4. То есть я там чуть по-другому как-то сказал. Ну, на F4, поэтому надо сразу ходить. И вот самое интересное, что позиция вроде бы такая плохая у черных, но я посмотрел чуть-чуть. Давайте вот я FG7 покажу. То есть, видите, если какой-то ход этот делать, то есть вот эта комбинация. Просто так нельзя ходить. А вот, допустим, BC3, FG5, опять вот эти вот идеи. Идеи стоят, но HG3, то, в принципе, наверное, можно. Получается, и надо CD6. И вот даже, видите, если в блиц играть, я вам сейчас покажу, в чем интересная позиция. Совершенно она равная, да. Но вот если в блиц играть, еще, честно говоря, можно... Ну, не знаю, конечно, ничейная позиция, но как-то в блиц, если очень мало времени, то можно даже как-то похитрить за черных. Хотя позиция, конечно, как я уже сказал, должна быть ничейная, конечно, не видно ничего. Так, ну вот здесь вот интересный момент. GH4, то есть занимает это поле, дабы сразу вот не давать вот этих вот ходов именно проблемы будут здесь у белых, начинаются проблемы с занятием именно поля F4 и занятием фланга. Хотя тут вот партии очень интересно все будет, я вас заранее говорил, но здесь надо всегда смотреть в этой вот позиции. Вот этот ход интересный, конечно. Видите, непонятно, куда здесь ходить, кстати, за белых. То есть FE3 наиболее логичный. И вот здесь вот такая комбинация. Но тоже здесь она должна быть ничейная. Потому что рано или поздно, наверное, на H2 как-то. И потом может ED2 и словить. Потому что все-таки не успевают, я здесь думаю, ничего сделать черные. Но такая вот идея, я считаю, что важная. И надо ее всегда смотреть. Потому что, видите, сюда не пойдет. Но она известная, конечно, идея. То есть, опять же, GH4 пошли. Ну, больше такой ход на игру. Вот EF6. Вот здесь вот интересно. Так. GF4. Давайте CB посмотрим. FG тоже надо, наверное... Так, вот этот интересный момент. DE7 нельзя. И вот здесь вот такой тоже нестандартный, конечно, ход. Вот видите, и фиксирует вот эту группировку черных. Если пойти именно DE7, важный достаточно ход. Но здесь, если FG5, то есть я хочу тут провести вот эту комбинацию. GF. Такие вот позиции. И опять я не просто так показываю, чтобы чисто показать вам что-то, можно сказать, ради того, чтобы показывать. Здесь идея есть. Вот HG3 бой и HG5, то есть угроза. Здесь кажется, чуть, конечно, преимущество может какое-то должно быть у черных. Именно на C5. Почему, если сюда, то ED4 и, конечно, плохая позиция DC5. Она должна быть проиграна у черных. Понятно, что нельзя, но вот получается CB4 и тоже ничего нет абсолютно.
есть позиция вроде бы у черных должна быть чуть-чуть получше, но понятно, что она ничейная. А давайте вот посмотрим, как было. G, F4, D, E7, то есть идея. Ну, G, F4, вот это ошибочное продолжение. То есть, смотрите, вот этот вот, если вариант, то быстро вот этим ходом заканчивается все. А на FG5, получается, вот это в партии было DE5, то есть DE5 и CD4 все закончилось. Но здесь непонятно, что делать за белых. То есть, на этот ход получается DE5, на D8, и понятно, что позиция с сумасшедшим преимуществом здесь. Видите? Я думаю, что позиция, наверное, даже должна быть, по идее, выиграна. Может, что-то где-то, хотя какие-то, может, сопротивление какое-то есть, но, по идее, должна, конечно, выигрываться. Ну, сейчас компьютеры, конечно, могут быть различные варианты, как я всегда говорил. Так, далее. Вот достаточно простенькая тоже позиция, как бы вы пошли за белых. Ну, надо вот этот вариант, конечно. Но, если в блиц, возможно, я думаю, что вот боялись вот этого решения они. Поэтому они пошли BA3, то есть подождать. И вот EF6 и все. И ничего нету. BC5, FE5. И позиция получается эндшпильтовая. То есть сюда ходить нельзя из-за вот этой идеи. Получается. А B6 пошли на А5. Ну и вот просто оппозиция одна на одну. Вот этот вот выигрыш. Так, и давайте последнюю позицию. Она такая достаточно интересная, но она не безошибочная абсолютно. DC7 сделали. Хороший, конечно, ход, интересный. Очень интересный ход. Этого хода нету, потому что вот эти вот варианты идут. Дальше HG3. Вот GH4. Здесь, конечно, ход вот на ED2 тоже интересная идея. Наверное, вы уже видите, есть интересная идея. Можно провести интересную идею. HG5 и DE5. А вот было в партии так, но я хочу сказать, что не нравится мне вот эта вот позиция. Почему не нравится? То есть в партии было F5, они еще потом проиграли. А вот надо было ED2, и, честно говоря, такие позиции какие-то очень нехорошие. Либо что-то я тут не вижу, но как-то тут нехорошие позиции возникают за черных. Поэтому вот я считаю, что это ошибочный момент. Но вот есть такая перегруппировка, и видите, идея в принципе интересная, но я думаю, что она все-таки плохая, если посчитать. Но это блиц, и в блице все можно, и тем более вот, как я вам говорю, вот эта вот идея в партии была. То есть переход вот этот вот был в партии, но он, к сожалению, такой нехороший. Но его нужно знать. Итак, до новых встреч. И, надеюсь, все-таки сегодня видео вам понравилось.